Всем привет! Теперь, когда у нас есть база данных в Postgres, будем подключать призму. Призма — это штука для того, чтобы работать с разными базами данными, можно не только Postgres, из нашего Node.js приложения, написанного на TypeScript. Это самое лучшее для этого решение. Оно будет помогать нам писать как запросы к нашей базе данных, так и формировать сами схемы наших таблиц. Что ж, давайте приступать. Для начала нам нужно ее установить. Устанавливаем в бэкэнд призму клиент. Чуть позже станет понятно, что за клиент такой. Его устанавливаем мы в зависимости не разработческие, а обычные, потому что призма клиент непосредственно отправляет запросы в нашу базу. Так, давайте дождемся установки. Так, отлично. Призма клиент установился. И теперь давайте установим инструменты призмы для работы из командной строки. Их мы уже устанавливаем в разработческие зависимости. Теперь подождем, пока установятся они. Так, отлично. Призма клиент мы установили. Теперь давайте в папочке src создадим папку с призмой. New folder, призма. И создадим файл schema.prisma. Schema.prisma. В этом файле мы будем описывать схему нашей базы данных. Вот. Но это не дефолтное положение для этого файла, поэтому нам нужно в нашем package.json для Prisma определить, где у нас будет лежать этот конфиг, эта схема. Так, ну давайте перед зависимостями вставим Prisma Schema и путь к этой схеме. Хорошо. Добавили. Теперь давайте опишем нашу схему первичную и добавим в нее следующий код. Смотрите, вот эти строки вам менять никогда не придется. Все, что ниже, это то, что вы добавляете в рамках своего проекта. Ну, это условно, то, что вам их не придется менять. Сюда можно кое-что добавлять, но об этом позже. Вот здесь мы просто определили нашего провайдера, что у нас база данных PostgreSQL, а также определили, откуда брать нам информацию о том, как к нашей базе подключиться. Prisma будет брать переменную из process.env, из переменной database URL. Так, нам надо, соответственно, эту переменную в process.env как-то передавать. Для этого давайте создадим файлик .env и добавим туда эту переменную. Так мы ее добавили. Нужно убедиться, что у вас Postgres на этом порту. Если вы его как-то дефолтно установили, он у вас сейчас работает, то порт будет 5432. Вот это юзер, вот это пароль, вот это название базы данных. Но если она у вас называется одинаково, то вы тут не ошибетесь. Хорошо, мы .env файл добавили. В то же время эта переменная, она у нас только локально такая. На сервере она может быть другая. У нашего тиммейта она может быть какая-то третья. Поэтому файлики .env нам не нужно добавлять в наш репозиторий. Соответственно, что? Мы добавляем .env в gitignore. Идем в gitignore и добавляем .env файл. Все. Он стал серым. Отлично. Но в то же время, чтобы потом никто не запутался, какие у нас должны быть переменные, я предлагаю вам создать файлик env.example. Вот. И туда положить уже какой-то пример, на основании которого другие пользователи смогут, ну не пользователи, другие разработчики смогут создать для себя правильный файлик env. Мы назовем просто его, добавим туда такую же переменную, вот, и когда новый человек придет в проект, он просто скопирует этот файлик и переименует его на .env, и у него все заработает. Возможно, ему придется там что-то немножко подредактировать. Хорошо. Env переменную добавили. Призма по умолчанию пойдет смотреть в этот env файл, но про env переменные мы с вами еще поговорим. Пока что просто определили, что мы добавили это в этот файлик, а призма сама сходит в него, посмотрит и найдет там эту переменную. Хорошо. Все.
С подключением вроде как разобрались, давайте разберемся с моделями. То есть ваш проект, какой бы он ни был, можно разбить на какие-то структуры данных. Вот у нас известно то, что сейчас в проекте есть идеи. Да, у нас пока что даже нету пользователя, ведь мы когда создаем идею, мы ее никому не привязываем. И поэтому в данный момент времени наша модель данных выглядит примерно вот так. Давайте посмотрим на список идей, что мы видим. Что у нее есть ник, который мы знаем, что он должен быть уникальным. У нее есть название, description и текст. В то же время стандартно у вас должен быть какой-то айдишник. Как вообще выглядит вот эта вот модель? В первом столбике вы пишете название вашего поля. Потом здесь вы описываете тип данных. Мы еще посмотрим, какие они существуют. Мы еще не одну модельку создадим и со всем этим поработаем. Потом вы можете указать, ну вот через собаку тоже есть какие-то предзаданные значения, что это айдишник, что его дефолтное значение должно быть некоторым UUID. UUID — это просто такая строка из букв, цифр и дефисов, вот, которая будет сгенерирована автоматически и нам, в общем, по большому счету гарантирует, что она будет уникальной. Вот, нику мы никакого дефолтного состояния не задаем, но говорим, что у нас ник уникальный, и поэтому даже на уровне базы данных будет невозможно добавить какую-то неуникальную идею. Вот. А название, description и текст — это обычные строки. Причем этот файлик удобно сам форматируется благодаря расширению VS-кода Prisma. Его надо также установить. Вот. И здесь, когда вы вызываете форматирование кода, все само встает на свои места. Вот. Даже что-то изменяя, оно все само подъезжает, и это очень удобно. Хорошо, вот у нас такая схема, но мы ее пока что только описали и никак не применили к нашей базе данных. Давайте добавим соответствующие скрипты в наш пакет JSON, который позволит нам эту схему применять к нашей базе данных. Так, это будут на самом деле просто обертки над командной строкой призмы, но поскольку нам часто придется их вызывать, я предлагаю задать какие-то сокращенные команды. Так, во-первых, пускай это будет PMD, сокращенно от Prisma Migrate Dev. Что такое Prisma Migrate Dev? Prisma Migrate Dev, увидев изменения в нашем schema.prisma, создаст миграции и прогонит их в нашей базе данных. Давайте попробуем вызвать этот скрипт. npm b pmd. Угу. Вот, они нам предлагают задать какое-то название для нашей миграции. Давайте скажем, что это add idea model. Мы вызвали, смотрим, что получилось. У нас само по себе создалась папка migrations. Этот файл нас не очень интересует, он, по сути, системный. Вот. И у нас создалась вот такая папка с названием «Наша миграция». Она состоит из таймстемпа и названия «Наша миграция». В ней содержится SQL-скрипт. Вот нам его менять почти никогда самостоятельно не придется, он просто генерируется призмой, и здесь генерируются команды, которые будут отправлены в Postgres запросы. Запрос на создание таблицы, запрос на создание индекса. Вот. Иногда можно зайти проверить, как это все работает, но на практике вы просто меняете схему, потом, поменяв в ней что-то, вы вызываете Prisma Migrate Dev, и у вас генерируется дополнительная миграция на изменение ваших моделей в базе данных. Вот сейчас у нас уже все само по себе сгенерировалось. И это хорошо. Вот. Сразу давайте добавим еще кое-что. Нам, такая ситуация, то есть, например, может прийти какой-то разработчик, установить проект, и ему нужно, смотрите, Prism Migrate Dev, она создает и миграции, и генерирует соответствующие типы для нашей базы данных. Но можно типы сгенерировать и отдельно, не вызывая сами миграции. Это тоже будет полезно. Вот. Типы генерируются просто тоже исходя из самой схемы. Также нам нужно, чтобы при установке нашего проекта изначально эти типы генерировались автоматически. И для этого мы зададим скрипт, который называется prepare.
Скрипт prepare работает таким образом, что он вызывается сам по себе, это такая договоренность, он вызывается сам по себе, который нам обеспечивает PNPM, он вызывается сам по себе и вызывает ту команду, которую мы здесь укажем. То есть, когда придет новый разработчик, скачает наш проект, нажмет «Установить», у него все установится, потом автоматически вызовется вот эта команда, вызовется PNPM PGC, вызовется вот эта команда и сгенерируются типы для призмы. Хорошо. Сейчас, может быть, все как бы слишком много всего и сразу, но мы еще много будем работать с призмой, эти команды еще будем постоянно вызывать, и почему это все так работает и зачем, станет понятно по ходу дела. Вот. Единственное, что давайте еще добавим к нашему скрипту разработки команду, которая будет также перезапускать наш сервис, когда у нас меняется n в файле. Потому что по умолчанию он смотрит только на TS файла, а мы его также посмотрим обновляться при изменении n файла. Это тоже удобно, а иначе потом вы можете менять какие-то параметры в env, а сервер не будет перезапускаться, и вы не будете понимать, почему у вас что-то там не работает. Вот, это тоже полезный момент. Так, что ж, мы создали какую-то первую модель, научились прогонять миграции, и можем двигаться дальше. Да, ничего страшного, что сейчас многое было непонятно. Как всегда, понятно станет, когда мы это применять к реальному коду. Вот тогда с этим поглубже и разберемся. Спасибо, поехали дальше.